Назовитесь, пожалуйста. Во-первых, вы даете добровольное разрешение на эту запись почему? И на ее публикацию. Теперь назовитесь полностью. Спиридонов Евгений Викторович, 11.09.75 года рождения, полицейский, подразделение ОМОН города Новокузнецка, Кемеровской области. Скажите, пожалуйста, неужели у подразделения ОМОН может быть задача что-либо делать в Украине? Или вообще на территории другого государства? У полицейских подразделений ОМОН есть только задачи в пределах своего государства. Что вы здесь делаете? Мы были на учениях в Беларуси, как нам сказали, что проводятся учения совместно с военными. То есть мы впервые в такой ситуации, когда мы приехали на учения с войсками. Вот. Проходили учения непонятно, то есть мы просто находились в палатках. Мы жили в палатках, мы обеспечивались и это. Что с вами? Почему вы носите? На мне вот ранение, получается, когда нам сказали, что мы должны поехать из пункта А в пункт Б, чтобы оказать охрану общественного порядка и общественной безопасности, то есть, нашей задачей полицейских. Мы подъезжали, и когда заехали на территорию другого государства, то есть на территорию Украины, мы попали в засаду, где нас просто колонну взорвали. И вот я получил ранение тяжелое, это перелом левой ноги, точно не знаю, голени, бедра, осколочное ранение голени, осколочное ранение бедра, осколочное ранение правого левого плеча, осколочное ранение кисти. Давайте попробуем. Как вы заходили в Украину? Мы ехали с территории Беларуси. Вам доводили, что вы едете в Украину? Нет, нам точных информаций таких не доводилось, что мы там едем на территорию, допустим, другого государства. Нам просто сказали. Мы, до этого, до Белоруссии совершали много маршев. То есть мы ехали с одного города в другой, долго, сутками. Там разбивали лагерь, съехали с другого. Нам сказали, вот сейчас нам еще нужно сделать марш из точки А, допустим, в точку Б. И оказать содействие в охране общественного порядка, общественной безопасности. Когда вы поняли, что точка Б это Украина, кому вы здесь собирались оказывать какие-либо содействия? Мы должны якобы оказывать содействие Министерству обороны, я так понимаю. Кому, Украине? Нет, нашим. Я понял, вы в Украине оказались. Да. Что, кому вы здесь собирались оказывать какие-то содействия? Понятия не имею, что мы здесь делаем. Тогда почему вы не задавали никаких вопросов, не развернулись и не уехали обратно в Россию? Мы ехали ночью. Мы не видели. Окей. День наступил? День наступил утром, и мы сразу попали в засаду. И все. И все. То есть это было 25 Что с вами произошло в засаде еще раз? Был подрыв на мосту, начало все взрываться, горели машины, потому что мы ехали на вахтовках. Это какого числа было? 25 февраля. А выехали вы 24-го? Выехали 24-го, да. Сколько у вас было? В нашей колонии было порядка 170, наверное, человек. 170 человек ОМОНовцев? Да. Это сколько? ОМОН СОБР. Это, было в нашем, я скажу за наше подразделение, в остальных подразделениях я не знаю, но в нашем подразделении было 4 КАМАЗа. 4 КАМАЗа. Сколько в живых осталось? Даже не знаю, никого не видел вообще. Видел сержанта, он здесь тоже в плену. Как фамилия? Плотников Евгений. Я уже не помню. Не было. Мы были на телевидении втроем, давали интервью. Сержант, подполковник и я был. Но в данный момент вы не находитесь в одном где-то помещении или месте или рядом? Не знаю. Я понял. Окей, не будем уточнять этих вещей для того, чтобы вас не прилетело случайно. Я понимаю. Вы понимаете, да, что по вам могут в первую очередь бомбить? Конечно, понимаю. Я каждую ночь слышу, как бомбят, как воет сирена. То есть... Это бомбят вообще все вокруг. А если поймут, где конкретно вы находитесь, бомбят. Понимаете, с какой целью? Конечно. Чтобы мы знаем правду. Знаете правду. Какая правда? Что здесь никакого нацизма нет.
национализма, там вот этого, что здесь гибнут гражданские, дети, женщины. Не, националисты-то они в любой стране есть, и они имеют право быть, но разве из-за этого можно города сносить просто и детей бомбить? Нельзя. Это, тем более 21 век, на кону 2022 год, я вообще не понимаю, что такое может быть, вот такое происходить безумие. Из вашей группы конкретно сколько людей выжило? Я не знаю, знаю, что 3 точно живут. Ну, мы находимся в плену. Больше ни по кому никак. Лично убитых ваших сослуживцев вы видели? Да, видел. Много? Ну, кто был в моем КамАЗе, все практически. Это человек 30. Нет, это где-то человек 20 было. Вот. И подробнее просто вы говорите, начало все взрываться. В результате вы сейчас говорите, что 20 человек в вашем КамАЗе по сути Когда погибли. КамАЗ Как это взорвался, произошло? Да. когда КамАЗ взорвался, это было возле меня. И все, что было по краям, они все попали замертво. Это был артобстрел? Ну, возможно. Или это был Нет, удар с дрона? это было с дрона, скорее всего, потому что все взрывалось поочередно. Да, артиллерия, значит. Ну, может быть, просто артиллерийский удар. Не знаю, ну вот, и получается, я увидел, когда товарищи просто замертво попадали, я прилег тоже там, решил, думаю, ну все, остаюсь здесь, потом, ну, что-то вот меня подтолкнуло, что надо ползти. Я прополз через всех, выпал через переднюю дверь и пополз по мосту в обратную сторону. Вот. Не знаю, сколько я А прополз. как так получилось, что в вашей машине всех убило, а вы остались живы? Как? Я не А просто вот я пытаюсь вот не понять. понимаю, как так получилось. Вот был вот взрыв, вот эта вот дыра Машину в машине. угодила. Дыра, Правильно? да. Да. Я видел этот взрыв, я видел этот звук. И осколки, они прошлись, ну, скорее всего, вот так вот стороной, что меня маленько зацепило, а туда все осколки шли, наверное, получается. Ну, вы сказать, что счастливчик, то, наверное, ничего не сказать. Ну вот. И как бы я увидел, что они просто по краям, они просто попадали, воткнулись головами в пол. Все. Я наклонился, ну, чувствую, у меня на лицо, у меня осколки попали там и в лицо, и борода, и глаза налились кровью, там, ну, как бы я видел все это вот так в тьму, то есть все было мутно. Вот. Я часто начал дышать, потом, ну, думаю, если я сейчас останусь здесь, начала разгораться машина. То есть эти машины, они потом начали очень быстро сгорать. То есть она загораться начала. Я все развернулся, пополз в сторону, получается, двери, понял, что у меня не работает нога, выпал из машины и пополз в обратную сторону по мосту. Вот. Потом, когда я полз, был песок, все мутно, и услышал звук сирены. То есть, Можете пофамильно назвать тех бойцов, тех, которых знаете, те, которые были с вами в автомобиле? ну, по фамилии, как я могу сказать, но что именно сказать могу? Пофамильно перечислите бойцов, Кто со мной ехал? Да, которых можете перечислить. Ну, Никитин Владимир, потом Гололобов Алексей ехал со мной, Тимошин Семен ехал. Так, ну остальные только по именам, потому что они как бы не с моего там Не нужно по именам, это, наверное, не даст никакого смысла. Смотрите, россияне пишут под нашими роликами, что вы не вы, и вообще вы боец ВСУ, и переодетый актер какой-то украинского драмтеатра. Надо бы, чтобы вы вспомнили что-нибудь, что можете знать, например, только вы. Ну, например, я не знаю, ваш классный руководитель в школе, имя, отчество. Лепихова Валентина Савельевна. Лепихова Валентина Савельевна. Да, Это какая школа, какого города? Это школа города Калтан, 15-я школа. Учился в ней. Это был мой классный руководитель с 5 по 9 класс. А несколько ваших одноклассников? Соловьев Сергей. Потом кто у меня там был? Горошников Александр. Это мои одноклассники. Полонянкин Алексей. Давайте еще пару девочек.
Назовем. Сейчас. Парфенова Екатерина. Ермишкина Юлия. Мгм. Ну, я думаю, Да. достаточно. Просто люди не верят, что вы действительно из России, поэтому... Скажите, пожалуйста, а вот вы в себе по-человечески ощущаете какое-то раскаяние или вину за то, что вы вообще здесь оказались? Конечно, считаю. Из-за Я чего? раскаиваюсь, да потому что я Это говорю, не для следствия. я Вы понимаю, что просто это не значит, я просто по-человечески понимаю, что накануне сейчас 21 век, что не решаются так дела. И какого хрена мы здесь делаем, где страдают, блядь, ни за что граждане, мирные граждане, дети, да, и женщины, когда это все вот только начинают жить там, у всех своя там семья, кто-то зарабатывает на квартиру, да, воспитывает там детей. То есть не должно так быть. Это просто безумие какое-то. А что бы вы передали россиянам, которых отправляют сейчас сюда? Да я уже много видео передавал. Ну, это не зависит. Мы собираем всех Что пленных. передать? Что все это, что им говорят, все это неправда. Вся правда, она здесь. И нечего тут делать. Оставайтесь дома. А нацистов-то много встретили, фашистов там? А как они выглядят? Это я вас должен спросить. Я Это не же вас знаю. отправляли Я не для видел. того, чтобы кого-то денацифицировать. Не видел никаких нацистов, как они выглядят. Никто мне их никогда не показывал. К нам относились здесь нормально. А вы как кто сюда пришли? Мы, Ну, да. ну получается, А что если взять аналогию мы со Второй мировой, например. пришли сюда как оккупанты, я так понимаю. Что мы сюда пришли просто на суверенное государство. Нас никто здесь не звал. Мы сюда вот приперлись. Понятно. Понятно. Сейчас позвоню Вашингтону. Все обрабатывается, нога заживает, я думаю, ну, в скором времени. Ну, как мне сказали, что приблизительно пару месяцев я в гипсе буду находиться. Ну, месяц практически уже прошел. Вот. Ах, как там девчоночки мои? Да, нормально все. Мы вот все тут приезжаем. Мгм. Очень сильно. Так, ну а что, как по новостям вообще показывают, вообще, что здесь происходит или нет? А Жень, что там будут показывать? Там показывают то, что им удобно показывать. Мгм. Ну, понятно, нам тоже показывали, как Путин с Лавровым выступают, что все хорошо, все Ну, замечательно. я вообще даже не смотрю, мне это урон видеть вообще противно, просто после всего, что случилось. Прям вообще не сложно просто. Мгм. Могли бы подольше поговорить, но уже просто не позволяет ни время, ни... Да, как бы, что дальше, о чем говорить? Вы же слышите, я спрашиваю, что там говорят. Она говорит, ничего не говорят, что выгодно. То есть, ну, вот он. Ей задавать дополнительные вопросы нет смысла, потому что она, очевидно, как и вы, все понимает. Конечно, понимаю.